Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я хочу познакомить вас вот с такой лаковой красотой, абсолютно блестящей, идеальный, красивый, при этом легчайший, невесомый и очень воздушный хлеб. Это самый воздушный формовой хлеб, наверное, который вы когда-либо пекли. Многие любят рецепт с названием облачко или что-то вроде того. Это моя вариация облачко. При этом хлеб замечательный, очень универсальный. Он может стать прекрасной основой для бутербродов, прекрасной основой для тостов. Я пекла его в специальной форме для тостового хлеба, и ломтики будут очень равномерные. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мои каналы, на Дзен, Телеграм, Рутюб, Ютуб, все ссылки в описании. Ну и давайте начинать творить вот эту красоту. Ну а в конце разрежем и посмотрим на его мякиш. Начинаем мы со специальной подготовки закваски. Здесь у меня обычная моя пшеничная закваска 100% влажности, но для этого хлеба нужна очень активная закваска, поэтому я буду делать сладкий стартер. 50 граммов исходной закваски, добавляю 50 граммов воды, 50 граммов пшеничной муки высшего сорта. Муку берите только ту, в которой вы полностью уверены. Если вы живете не в России, то выбирайте муку с названием хлебная. Если вы живете в России, то обязательно на муке указание мука хлебопекарная, ни в коем случае не общего назначения. 25 граммов сахара. Это будет сладкий стартер для нашего хлеба. Для подъема я его переложу в узкую высокую банку. Всегда в высокой банке более явный мы видим подъем. Хорошо промешиваем, чтобы не было комков. Переложила стартер в банку и оставляю при комнатной температуре. Важно, чтобы не было слишком холодно. Температура ниже 21 не подходит. Держите при температуре оптимальной, где-то 24-26 градусов, примерно 4-6 часов. При этом у нас стартер должен подняться хотя бы раза в 2, а лучше в 3-3,5 раза. Сладкий стартер у меня созрел, потребовалось на это 6 часов, и сейчас можно замешивать тесто. Для теста мне понадобится 260 граммов муки, 1 куриное яйцо средних размеров, 80 граммов молока, 25 граммов жирных сливок. Если у вас нет, берите 110 граммов молока, 25 граммов сахара, 5 грамм соли и 25 граммов сливочного масла. Первое, с чего начинаем, это выкладываем стартер. Дальше вливаем молоко, добавляем сливки, вбиваем яйцо, всыпаем муку отмеренную, устанавливаем крюк и дальше начинаем замес на минимальной скорости. Следим за тестом, оно должно полностью замеситься до однородности. Когда вы видите, что тесто собралось, начинаем добавлять сахар. Смотрите, прошло у меня 6,5 минут замеса. В принципе, тесто собирается. И я потихонечку начну добавлять сахар. Хоть его всего 25 грамм, я все равно высыплю не сразу весь, а добавлю, например, в 2 либо в 3 приема. Высыпала часть сахара. Продолжаю замес на низкой скорости. Жду, когда замесится сахар. Чтобы помочь машине, можно ее остановить и скребком собрать все со стенок, что я сейчас и сделаю. Тесто у меня собралось, оно поднимается по крюку наверх. Чтобы замес дальше был однороднее, лучше его снять. Добавляем оставшийся сахар и включаем на замес, опять же, на низкую скорость, еще на несколько минут. Сейчас у меня пока всего вместе 10 минут замеса. Я думаю, еще минуты 3-4 у меня замесится сахар. И потом добавляем соль и масло. Смотрите, хочу вам показать. У меня прошел замес с сахаром. Оно чуть-чуть вот здесь такое рыхловатое. Вообще это тесто нужно домесить до глютенового окна. Сейчас вы видите, конечно, никакого глютенового окна еще нет. Поэтому я сейчас дам ему возможность постоять, чтобы тесто впитало сахар. Оставляю на 10 минут. Тесто засекайте 10 минут. Прошло 10 минут. Возвращаем крюк на место. И промешиваю примерно минуту-две. Вот, видите, сразу тесто становится более гладким. Промесила 1,5 минуты. Добавляю масло. Сразу все, потому что здесь немного. Ставлю таймер примерно на 10 минут замеса и начинаю замес на низкой скорости. На высокую скорость можем переходить только тогда, когда мы уже видим, что тесто хорошо начало замешиваться, можем переходить на повышенную скорость.
Вот в такой ситуации, как у меня сейчас, когда масло прилипло к стенке, оно фактически не вмешивается, можно остановить машину, собрать тесто, добавить в серединочку масла и замесить. Смотрите, тесто у меня промесилось, смочила руки, смотрим на его качество. Я это все так подробно рассказываю, чтобы объяснить вам, что качество готового изделия сильно зависит от замеса. Вот видите, у меня здесь подрывается очень сильно еще тесто. Можно поступить двумя способами. Можно сейчас дать ему еще постоять и домесить, а можно его сейчас выложить и сделать ему, например, ламинирование. Это тоже тренирует клейковину и тоже улучшает структуру теста. Я сделаю вторым способом. Подготавливаем стол. Нужно смочить его водой и выкладываем тесто на стол. Растягиваем тесто. Не идеально, сразу скажу, но видите, да, клейковинный каркас развивается. Прям тончайшего окна я пока не вижу. Рыхловато, чуть-чуть подрывается. Заворачиваем тесто, завернули, подкатали. Оставляем тесто на 10-15 минут, сделаю ему еще одну обминочку и будем приступать к предформовке. Снова смочили стол, берем тесто. Вот смотрите, после предыдущей операции, насколько тесто стало более гладким сразу. Вон какие пузыри и даже в нем пошли. Так, смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы берем весы, рядышком оставляем, сворачиваем рулет и делим тесто на 3 части. У меня получилось 3 кусочка по 207-209 граммов. Растягиваем в небольшой пласт. Собираем все к центру и подкатываем в шарик. Если чуть-чуть прилипает тесто к поверхности, то помогайте себе скребочком. Подкатали, положили в сторону. Снова на 10 минут. Прошла отлежка. Сейчас нужно подготовить форму. Это может быть любая хлебная форма. Я взяла форму Pullman. Она для тостового хлеба и отличается от обычной тем, что она квадратная. То есть она не сужается к низу. У нее высота стенки равна ширине. Формуем 3 шарика. Шарики формуются точно так же, как я показывала на предформовке. Растягиваем тесто в пласт. Потянули, положили. Верх и низ теста не путаем. Начинаем заворачивать к серединке. Проходим по кругу. Прошли, перевернули, подкатали. И затем округлили на столе. Смотрите, какой идеально ровный, гладкий шарик получается. Откладываем пока в сторону и формуем оставшиеся 2. Сформовала 3 шарика, и сейчас я их укладываю вот сюда в форму. Укладываем плотно друг к дружке. Стараемся сделать это ровно. Если вдруг укладка где-то не совсем ровная, поправьте руками. Все, и теперь у нас будет долгая расстойка в теплой атмосфере. Находите место, где у вас 28-30 градусов. Это может быть духовка с лампочкой, это может быть микроволновка с какой-то бутылкой или миской кипятка. У меня 30 градусов поддерживает моя духовка на режиме разморозки. Сейчас обязательно накрываем пленкой и отправляем на 5-6 часов при температуре 28-30 градусов. Так, смотрим на хлеб. У меня расстойка заняла 4 с небольшим часа. Может быть, расстойка и дольше. Вы помните, сколько у меня было в форме теста? Буквально четверть от текущего объема. Вырос очень хорошо. Сейчас я уже включила на разогрев духовку на 200 градусов. Режим вверх плюс низ. И нужно смазать поверхность. Здесь у меня желток и немного воды тепленькой. И смазываем аккуратно по поверхности. Ставлю сейчас духовку на 200 градусов на 20 минут. Через 20 минут снижаю температуру до 180 и буду печь еще примерно 30 минут. Прошло 50 минут выпечки, 20 минут при 200 градусах и 30 минут при 180 градусах. Я переключала нагрев на нагрев только снизу во второй части выпечки, чтобы корочка не горела. Смотрите, какой красивый, румяный он получился. Так, ну что, вытаскиваем. Вроде бы не держится. Ох, смотрите, какие корочки идеальные. Просто красота. Великолепный хлеб. Оставляю сейчас его на решетке остывать. И сегодня же, конечно, посмотрим на его внутренний мир. Так, я уже не удержалась и разломила.
Поэтому показываю на вот этой части. Так, фокус наведен. Смотрите, какой мякиш. С ума сойти же. Потрясающий. Потрясающий. Он почти как кулич. Такой нежный, кремовый, ароматный, воздушный. Великолепный. Обратите внимание, что это не Хоккайдо. Это другой хлеб, но он великолепен. Ох, пробовать сейчас не буду. Я имею наглость утверждать, что он исключительного качества. Повторите этот хлеб, напишите мне в комментариях о своих результатах. Обязательно подпишитесь на другие мои каналы, на Telegram, на YouTube, Рутюб, Дзен. Все ссылки в описании. Приходите ко мне на курсы. Я провожу курсы онлайн, чтобы они были доступны разным людям в разных городах. Приходите ко мне на курсы. Мы с вами научимся печь много всего нового, необычного, вкусного, интересного. Ну а здесь, конечно, тоже будем продолжать печь и испечем еще много всего замечательного.